Здравствуйте! Нам предстоит непростое дело. Нам надо выбрать карты, чтобы погадать весам на июнь. Карты предлагаются самые разные. Я их только что вытаскивала из волшебного подноса, а теперь буду складывать обратно. И вы должны выбирать карты вместе со мной. Видите, я одна затрудняюсь, хочу, чтобы вы поучаствовали. А вам кажется, что я не слышу? На самом деле я слышу. Выбираем карты вместе. Итак, вот, например, секрет Таро карты называются. Как вам? Красивые, достаточно милые, но я думаю, мы, наверное, отложим их все-таки на потом. Таро 78 дверей. Тоже неплохая колода, в некоторых случаях незаменимая, но тоже я их пока откладываю на дно. Какие я хочу карты припрятать? Так, вот бытовой оракул, карты на каждый день Ленорман. Тоже они нам пока не нужны. Они будут у нас для другого. Вот двусторонние карты. Ну, кстати, почему бы и нет? Не знаю. Двусторонние карты Таро. Тоже неплохая идея, да? Карты без рубашек. Иногда бывает полезно заглянуть на обратную сторону Луны и на обратную сторону карты. А затем у нас есть еще Марсельское Таро. Мы не будем, опять же, к ним обращаться, потому что это карты, которые я использую каждый день. Видите, они очень хорошие, но они вот такие страшненькие, запользованные, потому что я каждый день на них гадаю, когда с людьми в скайпе разговариваю. Поэтому тоже их пока уберем, потому что вам нужно что-то более нарядное для таких общих гаданий. Есть Таро импрессионистов. Таро импрессионистов по картиночкам, по мотивам картин импрессионистов. Есть что еще? Таро цветов, где на каждой карте цветок или цветущее растение есть. Тоже сюда вот так вот положим. Потом есть, вот это мои любимые, прям боюсь к ним прикасаться, такие цены. Карты удивительно хорошего качества. Если кто-то себе, кстати, вот ищет колоду, чтобы купить вот в интернете, ну не знаю, где продается, это испанское Таро с такими рубашками. Это очень хорошие карты. Качественные, я имею в виду, в смысле полиграфия. Вот. Таро средневековье, видите, откладываю. Я их пока не убираю, потому что я их рассматриваю для весов. Возможно, мы будем их использовать. Царское Таро. Царское. Такие сверкающие карты. Яркие, красные. Весам не подходит, потому что весы скромные, тактичные люди, да, с утонченным вкусом. И вот это вот все броское, красное, золотое, что сороки в гнезда тащат, весам, как правило, не нравится. Да, я думаю, поэтому мы тоже их отложим. Есть неказистые, но почему-то очень энергетичные карты Таро поиска с подписями на болгарском языке. Но это печать болгарская здесь идет. Кошачий глаз, вот, кстати, весам тоже может подойти. Здесь на каждой карте какой-нибудь котик или сценка из жизни котиков. Вот. Скорее, это колода вспомогательная, только старший аркан с такими детскими картиночками, иллюстрациями. Таро Марчити, тоже для повседневного пользования у меня. Сейчас они нам не нужны. Есть повседневный вот этот вот оракул. Тоже он немножко для других целей уберем. Ленорман каждого дня у меня. Классического формата Таро Кроули. Вам уже надоело смотреть? Ну, давайте уже досмотрим эту историю до конца. Это абсолютная классика Таро Уайта. Это золотое Таро. Вот такие вот крупные карты форматные. Висконти, блестящие, тоже сверкающие. Напа Таро, новая колода для меня, с красивыми картинками, тоже возможно, не убирая. Неоклассика тоже есть. И только что для ваших соседей
Дев я делала гадание на вот этих вот картах. Это гигантская Таро Кроули. Крупноформатные карты. Вот побольше бы мне таких где-нибудь купить. Вот. И оригинальная колода, на которой я вообще пока не гадаю. Какой-то музейный экземпляр. Венский сецессион. Но знаете, что они у меня есть. Когда-нибудь руки до них дойдут. Здесь вообще другая система. Это смесь цыганских карт с Таро. И это ограниченный выпуск. Ограниченная печать. Всего 3000 экземпляров переиздали. Так. Вы остановили выбор свой? Вы выбрали? Какая вам колода понравилась? Это вступление расценивайте как медитацию, как подготовку. То есть это момент, когда вы настраиваетесь на гадание, настраиваетесь получить пророчество о судьбе. А я настраиваюсь на вибрации, переключаюсь с одного знака на другой, на весы. Рискнуть, что ли? Я думаю. Ну, давайте рискнем. Я выбрала для вас Таро импрессионистов. Собственно, они так карты эти называются. Таро импрессионистов, потому что здесь вот эти вот иллюстрации по мотивам картин художников-импрессионистов, которым я все планирую примкнуть, да никак не выберу время. Не представляете? А вас всех, дорогие весы, с летом. Летом это маленькая жизнь. Летом можно очень много успеть, потому что долго светло, и от этого у нас гормоны как-то очень правильно и красиво выделяются. На лето должно быть всегда много планов. И это не только отдых. Смотрите, карта влюбленная для вас перевернулась, пара. И понимаете, это не только отдых. Это не только отдых. Это и дела, и профессиональные свершения. И как раз мои первые вопросы про работу, профессию, бизнес и вот все такое взрослое, социальное, скучное. Угу. Спросите сейчас карты про работу. Что меня ждет на работе? И карта ответит. Первая карта на работу веса. Такая. Это карта жрица. Называется она жрица. И обозначает, в общем-то, разные вещи здесь. Применительно к работе, наверное, главное, это то, что карта это очень пассивная. Вместе с ней ничто никуда не движется. Это могут быть плохие новости для тех, кто жаждет движения. Да? Если вы засиделись на работе или наоборот без работы и хотите ее найти, хотите на работу выйти, то, боюсь, таких новостей нет. По жрице все как будто бы замирает. Да, это здоровая обстановка, и это очень правильная тишина. Это время подумать, что-то выбрать, пофилософствовать в одиночестве, в каком-то уединении. Но движений по ней совсем-совсем нет. Второе. Карта обозначает тайну. Наличие тайны в теме работы, профессии или бизнеса для вас. Это очень редко дурная тайна. Например, заговор бизнес-партнеров какой-то с целью вас разорить. Чаще это тайна более тонкого плана, и которая, в общем-то, вам не причиняет вреда. И все равно карта как будто бы просит вас заглянуть внутрь себя. Может быть, пересмотреть вообще свой подход к профессии, к делу, к работе, к бизнесу. Может быть, и достать из себя какие-то нераскрытые таланты, по-другому оценить просто себя, свой профессиональный жизненный путь. Вот для этого дается эта остановка. Поэтому вот смотрите, если вы сейчас прям мучаетесь, страдаете без работы, и вам кажется, что вот все так сговорились, никто не берет на работу, ничего не получается, и вот я сижу сложа руки, отнеситесь к этому философски и не просто так.
Это время вам подумать. Возможно, вы вообще не там, не в той сфере, не в той профессии, не в том городе или не в том веке, да, работу ищете. То есть карта про мысли и карта про очень такую тонкую, ну, что ли, морально-этическую оценку происходящего. В буквальном смысле у вас на работе могут происходить вещи, которые потребуют от вас принципов, понимаете, да, принципов, то есть присоединиться к общему настроению, какому-то течению или отказаться от этого, или продолжить свою работу под руководством, скажем, какого-то, ну, сомнительного там человека, либо пойти на принцип, отказаться от денег и уволиться. То есть, понимаете, карта взывает вот к вашим, к какому-то абстрактному мышлению и к вашим принципам, безусловно. И она просит вас очень-очень критически оценивать происходящее, критически с моральной точки зрения, понимаете, да? Соответственно, это может быть выбор очень затруднительный, такой моральный. И в связи с новой работой тоже, да, соглашаться или не соглашаться, если вас зовут, но что-то свербит, что-то мешает, безусловно, это предложение принять, что-то мешает согласиться, потому что, ну, не по душе вам этим заниматься, например. Вам кажется, что это не совсем честно или не совсем этично. То есть к вопросам этики и морали карта взывает, да. Кстати, интересно, что жрица описывает также людей с нестандартными профессиями. И она может быть очень хорошей для тех, кто работает учителем или связан с религией, как-то обслуживает религию. Ну, напрямую женщины религию не обслуживают вообще-то нигде, да? Вот, но где-то рядом. Вот так вот. Кстати, жрица может описывать и другую женщину, не вас, другую женщину, старшую, очень мудрую, которой можно получить совет и покровительство. Такую женщину тоже неплохо заметить в трудные времена и обратиться к ней. Вторая карта на работу у вас будет Паж Пентаклей. Ну что ж, хорошая, вдохновляющая карта. Здесь, по-моему, какая-то театральная сцена или что-то такое, кулисы, подмостки. Вот. И Паж Пентаклей – это предложение. Все пажи – это вот новые шансы, новые возможности. Письмо, предложение о новой работе или о новых задачах, не скажу должности, а скорее о новых задачах на вашей нынешней работе. Карта как гарантийный талон советует всему верить, со всем соглашаться и проявлять практически подход, практически очень подходить к вашим. Это похоже на предложение о новой работе, очень похоже. Но это Пентакли, то есть это новая работа, интересует вас в первую очередь с точки зрения денег. Вас какой же еще, да, она должна интересовать? Третья карта на работу веса будет карта Луна. Ну, вы знаете, она снова про тайны. Вот если мы уже будем придираться совсем, то тема чего-то тайного поднимается здесь, понимаете? И вроде бы не опасная, вроде бы это не, ну, знаете, тайные враги, происки. Однако внимательность, знание и очень-очень глубокая такая оценка происходящего, это все понадобится, если вы новую работу выбираете или соглашаетесь на нее. Тайна, слово тайна здесь разрастается, и как будто бы вырастает такое словосочетание уже иное, с иным смыслом. Это великое незнание. Может быть, это ваше желание чего-то не знать, чего-то не увидеть, нарочно чего-то не заметить на работе. Вот знаете, вот так вот ходить и не придавать этому значения.
Профессиональных свершений, ну вот таких понятных, я пока не вижу, хотя карты их и не исключают. Дальше деньги. Раз. Это двойка мечей, да, это двойка мечей. Деньги. Такая определенная застойная ситуация в деньгах вас ждет. Застойная какая-то остановка, и придется много выбирать, и очень думать об этом выборе. Выбор серьезный, крупный. И вам кажется, что буквально течение вашей жизни зависит от того, что вы выберете, на что вы решитесь теперь. На самом деле, возможно, нет. Но самое главное, что двойка мечей просит и не выбирать. Вот такой совет этой карты. Вот то, что больше всего вас терзает, про деньги, да, не дает вам спать по ночам, оно как раз и не может сейчас быстро, по крайней мере, вашими силами разрешиться. Это должно быть отложено. Вот так вот. Не торопитесь с принятием решения. Карта это вам советует. Не торопитесь. А еще важно никого не слушать и никому не давать влиять. Ох, это прям для весов такой совет, да, классика жанра, потому что весы, да-да, поверьте мне, я много вижу людей разных знаков, потому что весы более других склонны поддаваться влиянию. У вас очень много плюсов, а вот это вот минус. Вас, весов, можно уговорить, убедить. Вот. И вот эта двойка мечей как раз предупреждает. Не дайте кому-то вас уговорить. Принять помощь. Или наоборот. Не дайте кому-то вам навредить в денежных делах. Актуальный вот именно для весов совет. Я просто это знаю, что вас можно убедить в чем угодно, если хотя бы чуть-чуть постараться. Вторая карта. Ну, это и ценность, этим весы и приятные, да, культурные, обходительные люди, которые не упираются, как некоторые. Карта суд. Неожиданная новость вам выпадает. Это неожиданная новость. Наступление событий или приход известия, долгожданного и неожиданного одновременно. Это то, о чем вы молились и чего боялись больше всего. И не знали, когда произойдет. И вот оно, произошло. Но мы говорим про деньги, поэтому это какие-то метаморфозы с вашей зарплатой могут быть, с вашими доходами. О новой зарплате речь. То есть вот она как день страшного суда сваливается на вас. Это новая работа, новая зарплата, в данном случае новые какие-то деньги. Но почему-то все так не гладко, почему-то все с таким драматизмом воспринимается. Но это драматическая новость, это драматическое на самом деле событие. Вот. Какое-то откровение с неба на тему денег свалится на вас. Весы. Совет карты только один: принимать неизбежность, потому что это рок, а рок непокорных тащит. Если будете непокорны, то испортите, усугубите ситуацию. Эти карты советуют вам самим не решать денежные проблемы свои, откладывать до бесконечности выбор, а судьба за вас как-то решит. И, может быть, это будет лучше. Ну, судьбе же виднее, как правильно. Третья карта про деньги. Все-таки шестерка жезлов. И вот она здесь очень-очень хороша. Это карта победителей, триумфальная карта. Она описывает победу. Победу в денежных делах, может быть, победу в денежном споре, даже в судебном каком-то споре, ну или в досудебных каких-то разбирательствах. То есть вы победите, и люди высшей силы окажутся на вашей стороне. Например, если речь идет, здесь речь может идти о сделке, какой-то крупной сделке, которую вы планируете на июнь. И вот вы сами стоите в уголке, не отсвечиваете, не решаетесь, не торопите события, но и не отказываетесь. Тут внезапно
меняются обстоятельства по суду. Кстати, суд — это действительно часто суд в буквальном смысле, судебное заседание. Вот. И все разрешается блестяще, исключительно в вашу пользу. Разрешается, заметьте, не вами. Советуют ли карты положиться прямо полностью на судьбу и на высшие силы? Ну, кстати, возможно. Да, возможно, советуют. Строго говоря, здесь денежных карт нету. То есть прям будут говорить о деньгах, много или мало, будут или не будут, я не могу. Здесь более вот карта описывает такой сценарий, который применим к любой вашей денежной ситуации. И он вот такой, самый абзац выше. Ох, дальше любовь. Весы, весам нужна любовь. Весы — это очень парный знак, самый парный. Все весы, если у вас солнце в весах, это понятно, но если у вас еще это солнце дублируется, например, Венерой в весах, это вообще просто очень парные люди. И весы должны быть в паре. Почему я так тяжело вздыхаю здесь? Ну, может, я вам сочувствую, потому что вот если кому-то не надо быть в паре, не будем показывать пальцем, да, вот, так оно и легче, да, потому что, ну, одной головной болью меньше в жизни. Вот. А весам надо же искать, а когда найдешь, нужно еще и соответствовать, и нужно эти отношения строить и поддерживать. Про любовь 3 карты для вас. Первая. Десятка пентаклей. В целом хорошая, но не романтичная. Это просто счастливая карта, и она вот описывает достаток и достаточность всего, достаточность любых ресурсов, которые, ну, здесь причастны для вас к романтической, к любовной сфере. Карта про дом, семью, скорое замужество, про чьи-то серьезные намерения, про, может быть, хороший совместный бюджет. Вообще это семейная карта. То есть мы здесь обращаем внимание именно на семейных людей или на тех, кто вот-вот станет семейным человеком. Потому что она описывает и свадьбу, и переезд. Вот не вижу пары в новый дом. Она говорит, что очень многие любовные отношения перейдут в новое качество, станут более серьезными, и уже вы окажетесь на финишной прямой по дороге к браку, к общему дому и так далее. Предложение о браке. Демоны, видите, снова вмешиваются в процесс. Предложение о браке вполне себе можете услышать, если у вас есть такой герой. Я думаю, в этой позиции десятка пентаклей еще описывает очень прямую буквальную связь между любовью и деньгами. Да? Обмен. Люди в паре романтически обмениваются энергиями на всех уровнях. На физическом, эмоциональном, ментальном и материальном тоже. Вот этот материальный обмен. Это иногда деньги в чистом виде. Иногда это просто что-то тоже материальное. Ну, не купюры, а дела, например. Что-то сделать для любимого человека. Для вас кто-то делает. Новое знакомство, романтическое, кстати, это счастливая карта. Она описывает прямо такую состоятельность всего и вся. Новое знакомство очень-очень возможно, но только оно какое-то не романтическое, а сразу в брак, пожалуйте. То есть более это может быть знакомство для более взрослых людей, каких-то возрастных, которые уже на свидание бегать не хотят, хотят, чтобы все было спокойно и с гарантиями, и больше думают о доме, думают больше рационально, полезны ли они друг другу, уживутся ли, сольются ли гармонично бюджеты их в один единый семейный бюджет. Ну, то есть это хорошая история, ну, не очень хорошая для тех, кто пока хочет вот,
букетов и признаний, и прогулки под луной. Но прогулки под луной у вас на работу выпадают, вы, конечно, извините. Но когда пройдет июнь, вы поймете, о чем здесь речь шла, да? Вторая карта на любовь веса. Очень хорошо. Туз кубков. Собственно, карта так и называется любовь. Это большое чувство, новое или длящееся. Да, одиноким весам, конечно же, карты описывают влюбленность. Вот такой момент влюбленности. Даже, ну да, влюбленности, давайте с этого, наверное, начнем. Чистой какой-то очень. И может быть вместе, видите, вот эти пентакли и кубки говорят, что в вашем новом романе все сойдется, и романтика, и искренность, и в то же время практически какой-то подход и серьезное намерение. Ну, так как это, в общем, должно быть, да, в идеале. Все же ждут, чтобы так получилось. А туз кубков обозначает подарок. Это и любовь, и новое чувство, подарок, взаимное чувство. Это подарок, который вот вам Вселенная дарит. Ну, мы понимаем, да, что мы же не можем от Вселенной требовать любви, да, настаивать. Мы не можем говорить. Хотя многие так говорят. Вы же видите, читаете в комментариях к видео, некоторые перечисляют. Я умная, красиво, добрая, пироги пеку, вышиваю крестиком. Почему меня замуж никто не берет? Понятно, так требовать нельзя, потому что любовь, чувство вообще, это такая трепетная, это такая тонкая субстанция. Можно только молиться, робко просить, чтобы в виде подарка небо дало, да, но никак не требовать. Вот. И поэтому вот здесь туз кубков очень уместен, то есть это как раз подарок. Ангелы расщедрились и с барского плеча кинули вот вам взаимное такое чувство. Вот, но к новому знакомству явно можно готовиться и стремиться. Все, можно сказать, что к этому идет. Если вы уже в отношениях, то ждите признаний каких-то бурных. Вот вы, например, встречаетесь с кем-то, ходите на свидание, но ни разу еще откровенно друг с другом не говорили. Тогда туз кубков – это именно признание в любви. Такое вот откровенное, может быть, книжное, или как в песне поется. Ну, то есть это романтика в каком-то ее вопиющем, таком неприкрытом, что ли, виде. Кто плавал, тот знает, как оно бывает. И третья карта на любовь весам. Это, ого, кажется, это портрет героя, который вас в июне должен сопровождать. Понравится он вам или нет, я не знаю, но это король жезлов. Король жезлов, взрослый достаточно человек, скорее вашего возраста, очень деятельный, активный в жизни и активный по отношению к вам. Это не тот, кто будет вас спрашивать, в какой ресторан мы сегодня пойдем. Это тот, кто все решит. Часто это человек огненной масти, то есть мужчина-овен, мужчина-лев или мужчина-стрелец. Кстати, знаете, откровение это для вас или нет, но у весов со стрельцами идеальная совместимость. Это то самое золотое сечение. Это идеальная пара вообще во всем зодиаке. Весы и стрелец. Золотое сечение. Ну, то есть другие должны как бы на вас равняться и подтягиваться до этого идеала. Поэтому стрельцов смело выбирайте, остальные огненные знаки надо смотреть. С овнами, скорее всего, будете ссориться, хоть вы не умеете, но они вас быстро научат. Вот. А какой-то мужчина, ну, это скорее портрет героя. Вот не пропустите, это тот, с кем вам суждено познакомиться, или заново встретиться, или продолжить отношения, или брак. Вот. Король жезлов говорит, мужчина будет активным, мужчина будет принимать решения. Может быть, он прежде исчез у вас, потерялся, там где-то растерялся. Хотя зачем он вам такой нужен? А тут вдруг приходит и говорит, вот смотрите, как он ручки сложил, и с уверенным лицом говорит,
Я все решил, я подумал, я сделал выводы, и я остаюсь, например. Вот такая вот история, ну, по-моему, какая-то идеальная. И вот если про вашу работу и профессиональную бизнес-сферу у меня осталось очень много вопросов, то есть тут можно заподозрить просто все что угодно. И если с деньгами тоже здесь какой-то нестандартный очень сценарий описывают карты, хотя в итоге все обойдется, то вот с любовью все очень-очень понятно. Это счастье, это совместные серьезные намерения, инициатива какого-то мужчины по отношению к вам, как и должно быть. Да, мы же всегда рассчитываем, что именно мужчина будет на чем-то настаивать, а вы будете отказываться и убегать. Ну и теперь семья, домашние дела и родственники. Так, первая карта. Двойка жезлов. Очень даже неплохая. Она описывает, ну, знаете, такую определенную комплектность у вас в домашних делах. Это определенный выбор, где-то борьба, где-то необходимость настаивать на своем, где-то споры. Вот всего как бы по чуть-чуть, но в целом это очень бытовая, повседневная, ежедневная карта. Она говорит, что в целом ваши семейные дела и отношения сохранятся на прежней паре, не сами по себе сохранятся, а вы должны их чуть-чуть поддерживать. Все-таки думать, оценивать и выбирать по этой карте, все-таки это двойка, это же всегда какой-то выбор. И выбирать тоже придется. То есть, знаете, совет весам в домашних семейных делах, в отношениях с родственниками, например, сохранять стойкость, то есть очень держать собственные границы, но не переходя на личности, не переходя на конфликты, не собираясь с кем-то откровенно воевать, противостоять и никого ни к чему не принуждая. То есть, по сути, знаете, двойка жезлов, я все время думаю, одним словом, какой совет дает? Она дает совет такой: соберись. Соберись. Откровенной интервенции нету, враги не нападают, но все равно лучше быть вот собранным и очень всегда контролировать происходящее, в том числе в собственной голове. Я не заметила, как стемнело, и я не включила свет, поэтому я вам вещаю, сейчас только заметила, из полной темноты. Ну ладно, главное, чтобы вы видели карты, а не меня, правда? Дальше мы продолжаем про семейные дела. Так, это король мечей. Король мечей это мужчина, скорее тень мужчины, некий собирательный мужской образ. Речь идет о мужских делах. Ну, буквально, да, король мечей – это мужчина, облеченный властью по отношению к вам. То есть будет какой-то мужчина, который больше может решать. Это ваш муж, может быть, ваш какой-то старший родственник, отец. То есть в семье, на вот семейном каком-то уровне он проходит как начальник относительно вас. Это может быть отец, да, который там что-то пытается за вас решить, на чем-то настоять, где вам учиться, где вам жить и так далее. Есть такие, которые очень любят залезть в жизнь. Вот, это может быть и друг семьи, какой-то родственник, вообще человек, причастный к семейному бюджету или к семейным каким-то обязательствам. Появление короля мечей вот всегда, и в частных раскладах я замечаю, что всегда так карта проигрывается, советует признать власть этого человека, признать как минимум, что он умнее и что у него больше права, возможности решать, распоряжаться, то есть вашим домом или имуществом, вашим бюджетом или даже семейными отношениями. Кто-то будет распоряжаться, у него будет больше полномочий. Но здесь сценарии можно вообразить от самые разные, да, от невинных до драматических совершенно. Это может быть в конце концов и твой судебный пристав, которому чего-то надо от вас. Вот. Но не надо спорить. Правда, сила на его стороне. В чем сила? Да? В правде, но и можно наоборот сказать. И еще одна карта.
Так, на семью. Хорошая, добродетельная, спокойная восьмерка пентаклей. Видите, женщины здесь все время, я не понимаю, что они делают. То ли они гладят, то ли стирают. Ну, не знаю, в общем, что-то делают. Карта просто описывает либо обильные, но очень предсказуемые домашние дела. То есть вам придется много гладить, много шторы стирать, перегладить там в конце концов. И в то же время карта это вложений. Она про деньги, про семейный бюджет, про возможность или необходимость как-то очень рационально по-взрослому распоряжаться семейными деньгами. Необходимо что-то купить, куда-то доплатить. И эта карта советует не стесняться в тратах. То есть надо платить, надо вкладывайте деньги. Вот она какая-то такая, она очень спокойная, это очень хорошая карта, но она не любит жадности и экономии. То есть буквально говорит, что семейные и родственные дела потребуют вложений. Может быть, вам за ребенка придется заплатить, потому что он у вас поступит учиться на платное отделение, не на бюджетное, а на платное. Да? Тогда восьмерка пентаклей советует вложить эти деньги, не пожалейте, уж заплатите за кровиночку, чтобы он в хорошем месте у вас учился. Вот такого типа. Ну и потратиться на ремонт, может быть, совет. Лучше уж сейчас там все сделайте, чем потом это будет не поздно, как бы, или не к месту. И из какой-то колоды другой я хочу достать для весов, конечно, совет. Пусть это будет карта Ленорман, да, почему бы нет. Вот они такие хорошенькие, красивенькие. Вот это чье производство? Германия. Пойдет. Очень тоже старые у меня карты, но видно хорошее качество, они не махрятся. Совет месяца для вас, дорогие весы. Месяц разный, да, мы поняли здесь. Все безупречно, хорошо с романтическими любовными делами. Для многих это в первый раз, да. Тут же туз кубков был, очень часто первую любовь обещает. Кстати, вот в моих программах «Вопросы и ответы» мы же часто касаемся вот этой темы. В каком возрасте, когда уместно ждать, когда уместно или нет влюбляться. И поговорим еще об этом, что первая любовь может и в 60 лет прийти, да? Но она первая, что сделаешь? Догнала вот так вот. У кого-то в 13, у кого-то 73. Первая любовь может быть, да, поверьте. И да, карта совет для вас. Вот такая будет карта. Птицы. Она называется. Хорошая карта, очень такая легкая и много тоже советов дает, каких-то очевидных. Это новости. Птицы это такие здесь вестники. То есть июнь это будет месяц новостей для вас. Новости в самом разном виде. Телеграммы, письма, телефонные звонки, снова письма. А еще какие-то на каких-то носителях новости. Но все новости хорошие. Много, конечно, зависит от того, как вы это видите, да, от вашего настроя, от вашего видения, потому что оптимист видит во всех проблемах возможности, а пессимист наоборот. Вот. Но в основном да, то есть это месяц новостей. Может быть, сильно там радикально ваша жизнь и не поменяется, но вы очень много узнаете, очень много получите информации. А также эта карта советует вам, птицы, рано вставать. Но вы знаете, да, кто живет за городом, прекрасно вы в курсе, как рано птицы встают. Прям поубивала бы. Вот. Она советует вам быть птицей, вставать рано, относиться к жизни легко, ничего долго в себе не задерживать, понимаете, быстро выбрасывать. Это бесы, опять бесы. Не обращайте внимания, без этого просто ни одно видео у меня не обходится, не обойдется. Это происки темных сил, чтобы я не могла записать для вас качественное видео. Обязательно брак по звуку включается.
а вот я сейчас этих бесов выставлю уже за ворота, но это будет уже не с вами. Поэтому будьте как птицы, легкими, нежными, радуйте глаз и слух окружающим. И не слишком обижайтесь или придавайте значение чужим поступкам и словам. Карта призывает к легкомыслию, к легкомысленному поведению. Это бывает тоже полезно. Я очень рада встретиться с весами. Я рада, что вам достались неплохие карты. И надеюсь, что мы еще увидимся.